Приветствую вас, представители знака зодиака Овен, на канале Астроэспирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно? Что произойдет, а возможно и неожиданно для вас с 20 февраля и до конца месяца? Какие грядущие события идут на ваш порог, в вашу жизнь? И что будет дальше? Что следует дальше в ближайшем будущем, в ближайшие дни? Возможно, это будет неожиданная информация, которую вы услышите. Или у нас как глаза на что-то откроются, а может быть и на кого-то, тоже не исключаю. Может быть ощущение, словно, ну вот я был как во сне, и теперь хочется пробудиться. Время ясности, мои дорогие. Период до 3 марта– это коридор затмений, ключевое значение– квинтэссенция какой-то сложившейся ситуации и вопрос, куда я иду дальше. События, все то, что происходит вокруг нас, или то, что нас окружает, это все не дело случая. Тут, скорее всего, нас подводит как пространство Вселенной к важному итогу. Вот давайте с вами узнаем, что же происходит с 20 февраля до конца февраля, а то и до 3 марта. Так что или кто появится неожиданно? С чем? Может быть, это новость, да, или сам по себе человек? С какими событиями это связано? Достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, потоковая информация. Мы не задаем вопросов. Позволим картам. Первое. Первый знак судьбы. Второй. Что там будет, что вас ждет? Может быть, это и мы думаем, что это какая-то случайность, но в этот период и совсем не случайные какие-то совпадения или какие-то новости, которые к нам приходят на порог. Поэтому это мы с вами раскроем. И буквально давайте с вами будем узнавать, что же будет дальше, что ждет вас в личной жизни до конца февраля. Какие выводы, может быть, делаете или какие возможности? Что ждет вас в работе, документы, это поставленные какие-то цели, может быть, у кого-то учеба, у кого-то важные встречи, в принципе, ваши планы. И финансы то же самое, узнаем, что ждет. А также мы с вами спросим, так что же будет дальше? К чему приготовиться? К чему вот все эти события конца февраля формируют какой-то сюжет, который действительно может изменить ваши планы? Итак, что будет дальше? И также достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Это у нас колода ангелов-хранителей. И будем пользоваться этой колодой, если это необходимо. Итак, первый знак судьбы, что неожиданно. Ну вот смотрите, емкая карта короля мечей. Это нам о чем? Конечно, для кого-то может быть банально, вот что или кто появится неожиданно. Человек может появиться неожиданно. У кого-то проиграется, это тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или там имеет асцендент, может быть и по луне, кстати, вот вполне вероятно такое. Но эта карта очень емкая в значении, потому что проходят специалисты. Как и начиная от людей узкой специальности, да, мы говорим врачи, люди, работающие с металлом, люди в погонах, или это погоны не обязательно это военные, погоны у нас бывают разные, к примеру, таможня, поэтому у кого-то может быть именно вопросы бизнеса и таможенные какие-то правила, законы, может быть и барьеры вот в наше время сложное. Здесь нужно с кем-то договариваться. Тут, понимаете, само по себе знание закона. Для кого-то из вас что прояснится? Тут нам даже подсказывают, ты посмотри на какую-то проблему или вопрос очень рационально. Будь то это человек, или будь то это, может быть, и документы, да, или где-то даже с вашими планами связано. Тут, скорее всего, мои дорогие любимые овны, я бы сказала, да, рационализм нам помогает, но вполне вероятно, вам нужно что-то прояснить. Прояснить, может быть, даже через специалиста. Давайте я достану дополнительную карту. А вы знаете, вы тут что-то не можете быстро изменить. Аркан умеренности. Я должна сказать, что за период до конца февраля коридора затмений мы, к примеру, резко не рвем в отношениях. Мы делаем выводы. Вот именно это квинтэссенция. Действие, поверьте, у нас для этого будет период уже в марте и до конца апреля, как минимум до 26 апреля. Но здесь, знаете, как формируются какие-то события, может быть, даже сплетаясь в одно противоречие. И, может быть, этот клубок, он, как знаете, ну, точно как Гордиев узел. Но тогда дайте возможность чему-то как созреть или сформироваться.
Для кого-то из вас, правда, прояснение, которым вы останетесь довольны. Более того, мои дорогие овны, вы куда-то не поторопитесь, если потом себе скажете спасибо. Вы здесь многого можете не видеть, пусть не в этой колоде, а в другой, да, аркан умеренности иногда говорит о неслучайных совпадениях. И вполне для кого-то вероятно. Нужно быть очень осмотрительному. Пару слов скажу. Хотя не с этой колодой связано, но есть у нас замечательная колода, она мне очень нравится. Она построена целиком и полностью на символах. Так вот, символ происхождения вот аркана умеренности – это много веков тому назад. Король франков, династия мировингов Хлодвиг. Многие слышали эту историю, кто очень давно на моем канале. Но есть и новые люди, поэтому вы, может быть, так немножко не понимаете, о чем я говорю. Так вот, Хлодвиг воюет с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была бы неминуема. Куда деться, да? Но вот почему аркан умеренности? Это умеренность в чувствах, а у вас тем более. Почему подробно останавливаюсь? Король мечей. Я сказала несколько раз о рационализме. Холодная голова, мои дорогие. Ну, никаких эмоций. Ну, не действует тут на импульсе. Так вот, Хлодвиг ходил вдоль берега и обнаружил. Он думал, что ему делать вообще в такой патовой ситуации. Казалось бы, сдавайся или иди топись, да? Вот хочется так сказать. Но я, конечно, шучу, надеюсь, вы понимаете мой сленг. Нет, он взял себя в руки, прогуливался по берегу и соображал вообще, что можно сделать, когда ничего сделать уже нельзя. Он обнаружил, что маленькие желтые цветы, болотный ирис, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. И Хлодвиг знал, что только на мелководье эти цветы бывают. И закралась сумасшедшая идея. Ну хорошо, я тут гуляю, а если мы вброд переправимся со всем войском? Риск огромный, но он так и сделал. Он подметил вот то, что происходит вокруг вас. Поэтому тут не случайные какие-то совпадения, не случайно вы встречаете каких-то людей. Вам как пространство, судьба, подсказки вашей души, подсознания, назовите это так, действительно дает какую-то возможность, как вам правильно что-то сделать, решить. И здесь может быть совершенно альтернативное решение какой-то прежней ситуации. Я не исключаю, что у нас глаза откроются на что-то. Потому что для кого-то из вас, к примеру, пошел к юристу и узнал, как работает в отношении вас закон. Или узнал, какой вариант присутствует вот в вашей ситуации, когда вы можете, так бывает, как либо договориться, либо обойти вот именно этот закон в сыром, может быть, виде. А есть некоторые детали, которые у вас тоже в вашем деле имеются, значит, вы можете действительно какой-то сделать такой реверанс, да, или обходной маневр, какой-то поворот судьбы. Вот что-то такое, мои дорогие. Так вот, для кого-то из вас, будьте внимательны, вот эта холодная голова и дана для того, чтобы нужно что-то, куда-то не торопиться, не рвать, не ломать что-то, а постепенно, постепенно, может быть, мы приходим уже к выводу, и это вы узнаете, проясняете через людей, или когда обстоятельства вашей жизни тоже вас подводят к какому-то итогу. И вот за этим последует, как у того Хлодвига, какое-то альтернативное решение. Но это все должно быть не так вот, не на эмоциях, не каким-то рывком, реваншем, а именно через спокойствие, через прагматичный расчет, холодный. И тогда вы останетесь довольны. У кого-то это будет ситуация даже в личной жизни, между прочим. Если вот банально, да, у вас есть партнерские отношения, не пойми какие. Вот сложно это, что мы называем. Может быть, это был какой-то долгий период ожидания, да, или хотя ваш знак, ну, тут совсем на вас это не похоже, но все же мы в разное. Может быть, вы ждете, что какой-то человек откликнется, а человек может тоже сидеть и ждать. Может быть, это так выстроены были прежде отношения, что вы долгое время совсем соглашались. Ну, или с многим. А здесь вот вы задумаетесь, а зачем я это делаю? У кого-то это будет и по работе ситуация, когда вот нужно среднее арифметическое добыть. И я тут не вижу, что вы себе спешкой помогаете. Вы скорее тут себе в каком-то деле помогаете именно трезвым мышлением и холодной головой. Позвольте людям первым проявляться, вот такой знак судьбы. А сами между делом, может быть, вы что-то и разузнаете. Второй, аркан, и у нас он, как знак судьбы — это башня. Поэтому, мои дорогие, будьте внимательны. Башня
С одной стороны, мы можем успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А что это такое? Вообще это ломка системы, ломка шаблона, каких-то паттернов. Но это очень часто именно когда меняются законы, меняются какие-то правила, регулировки. И посмотрите, тут у вас касается денег. У кого-то, может быть, прежде были как задержки по финансам. Скорее всего, вы тут поймете, что вы, к примеру, делали не так. Или, может быть, это как взаиморасчеты, да, у кого бизнес, у кого личное дело. Что-то тут у вас стопорилось, и вы, возможно, не знали, почему, да. Вот если мы спросили, а что или кто появится неожиданно. Вот у вас тут могут появиться какие-то неожиданные бонусы в плане. Может быть, это касается работы и получения, ну, дополнительных денег. Именно потому, что, я бы даже не сказала, что кто-то там снисходительность по отношению к вам проявил. Нет, тут скорее те выплаты, которые вам причитались. Ну, может быть, бывает же и такое, когда, ну, в организации нам что-то не выплатили, а потом поняли, что ага, и сейчас какой-нибудь придет проверяющий, да, или какая-нибудь аудиторская проверка будет задавать много вопросов. Вот у кого-то, ну, к примеру, банально, даже по алиментам такое может быть. Понимаете как? То есть тут есть какие-то неожиданные деньги. Да, вот для кого-то из вас будет еще и та ситуация, когда вы долгое время работали, но почему-то эти деньги вы не могли получить. И это тысяча тут причин. Здесь, скорее всего, именно будет это связано, когда вы можете получить свои бонусы, то, что вы честно заработали, но прежде была какая-то ситуация, которую вы не видели. Более того, где-то вам все же карта и на будущее говорит о том, что будь внимателен, потому что девятка, мои дорогие, я всегда говорю, что девятка – это преддверие перемен, но для вас добрых. Вы знаете, тут как будто что-то рушится. Вот смотрите, мои дорогие любимые овны. Пусть для кого-то камни с неба, а для вас мир. Для вас как раз и вам как на руку, вам это помогает. Пусть, как бы это странно ни звучало, какая-то турбулентность, перемены, то, что происходит вокруг, какая-то перезагрузка систем, может быть и так. Здесь вам помогает в том, чтобы вы большего успеха добились. Вы сможете с кем-то договориться. Вот почему может быть холодная голова. И я сказала, куда-то не торопитесь. Позвольте людям проявиться первым. Пусть они придут, выговорятся, а вы будете делать выводы. У вас сильная позиция. Ваше время наступило, мои дорогие овны. Поэтому наблюдайте и делайте выводы. Сильная позиция и карта «Мир» для кого-то будет говорить, что какой-то ваш вопрос через башню как будто решится на 100%. Да, это старший аркан. Нам не говорят, что это произойдет буквально сейчас, поэтому планетарно я могу предположить, что это будет где-то до конца апреля. Но имейте где-то терпение, да, быстро дело не пойдет, мы с вами об этом говорили. Поэтому иногда приходит победа, когда мы умеем правильно ждать. Третий знак судьбы. Что будет для вас неожиданно? Что происходит с 28 и до конца марта? Я бы сказала, не до конца марта. Тут это траектория, которая на последующее время. Где-то мы можем соединить и первый, и второй вариант, потому что итог, опять же, у кого-то это по деньгам, а у кого-то это договоренности, решение вопросов по недвижимости, решение личных вопросов. Для кого-то это время будет совпадать, когда вы задумаетесь неожиданно о переезде, аркан мир. Для кого-то из вас дополнительная работа, которая может быть онлайн, удаленная работа или посредством может быть, интернета, да, из любой точки мира. Здесь какое-то будущее у вас на пороге, так и хочется сказать. Но от вас это вот все начинается. Вот с таких холодных энергий, с холодной головы. Ладно, давайте узнаем, так что ж там в личной жизни? По семерке жезлов. Как меня все достали. Вот так и хочется сказать мне по семерке. Давайте узнаем, с чем это связано. А ведь и правда у кого-то может проиграться человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, например, да, близнецы буквально, или под знаком зодиака стихии земли, дева. Это вот как раз карта мага свидетельствует о... Это буквально в некоторых колодах прописано как два знака зодиака. Но вот кто-то один из двух. Я точно так же могу сказать, я очень часто, это личное мое видение. Я эту карту называю больше карта Скорпиона, конечно, потому что я
Хоть и карты свидетельствуют именно, о тех знаках зодиака, которые идут под, планетой, Меркурий, да, но я вижу несколько шире, потому что это тот, у которого все стихии в руках. И для кого-то у вас именно проиграется Скорпион. Сила мага в чем? Он умеет отступить полшага назад. И, не просто отступил полшага назад, а он как растворился. Он на своей волне. Для кого-то из вас, может быть, буквально человек проигрывается. Но мы будем говорить, ну вот у кого-то тогда в личной жизни. Но и вам самим, мои дорогие, овны, совершенно необходимо быть в таких же энергиях. Значит, где-то отступать полшага назад, мы говорили, да? И это не потому, что мы соглашаемся, а потому что так лучше. Вот, наверное, так правильней. Так жизнь пойдет с правильной ноги. Может быть, это вам будет даже помогать, когда мы не настаиваем. Тут ведь по семерке жезлов, знаете как? Это всегда, вот буквально, да, нашу это колода ведьмочек достают своими жезлами нашу ведьмочку. Она так на всякий случай взяла волшебную палочку, но она ведь тоже отступает. Хоть шаг, полшага. Не хочет она в этом участвовать. Какой-то не пойми что. И поэтому у вас сейчас сильная позиция, еще раз повторяю, но именно необходимы все энергии. Не ваша настойчивость именно до конца февраля и начала марта, а именно умение, может быть, выкрутиться из какой-то ситуации или принять альтернативное решение. Может быть, и промолчать, но сделать выводы, потому что какая-то история будет продолжена. Для кого-то из вас, может быть, это вы играете как прима первую скрипку в вашем дуэте семейном или в паре, допустим, да. У кого-то даже, может быть, и отношения сложные. Тогда точно без вот этих энергий мага, таких продуманных. Он практик, мои дорогие. Он великий практик. Это не про магию ни разу. Но интуиция у него работает великолепно. И если у него один вариант не сработал, окей, он ни с кем не спорит. Он просто что-то видоизменит. Вот поэтому вам будьте готовы что-то менять, что-то фильтровать, где-то быть ловчее, гибче и хитрее заодно. Это помогает буквально. Потому что тут может быть тысяча неопределенностей. Пусть у кого-то в отношениях да вообще все хорошо. Но, значит, это задумка вашей семьи, вашей пары. Как тут нужно правильно подступиться к нашему решению или к нашей семейной мечте. Почему нет? Тут явно есть какие-то договоренности и двойной баланс. Здесь нужно быть внимательным еще и потому, что вы ресурсны в плане финансов, мои дорогие. От вас могут зависеть ваши домочадцы от начала до конца. Вот вы как альфа и омега. Поэтому, ну, коль на вас такая миссия возложена, значит, это вам и доведется просчитывать какой-то свой финансовый путь в дальнейшем. Здесь нельзя замечтаться, поэтому баланс будет нужен для того, чтобы договориться и кому-то красиво сказать «нет». Красиво сказать, не поссорившись, мои дорогие. Посмотрите, для тех, кто в сложных отношениях, вы можете помириться. Тогда дважды нужно быть магом, другого варианта просто нет. А для тех, кто один или одна, тут надо подумать, мои дорогие. Тут карта мага будет свидетельствовать вам о том, что вы как-то либо одну и ту же ошибку совершали, да. Может быть, вот если мы спросим: "Почему мне не везет в личной жизни? Почему не складывается личная жизнь?" А потому что вы как-то немножко однобоко, без обид, подходите к людям. Вам тут нужно свою политику, стратегию, тактику явно пересмотреть. На когда, может быть, не быстрые какие-то победы. Овен завоеватель. Это легко сделать овну, не надо для этого стараться. Но жизнь требует больше дипломатии, какого-то искусства. Потому что по-другому как будто и не получается. Ну, примите вот такие подсказки к сведению. Давайте мы узнаем, что ждет в ваших планах. Да, правда, тут личная жизнь с вашими планами как-то будет пересекаться. Что же вас ждет? Уход. Тут основная тема. Суметь договориться и финансы. Вот где-то нам об этом говорят. Взаимоотношения и финансы. Но это на работу. Это на может быть, отчасти и планы, то, что вы хотите осуществить. У кого-то документ, у кого-то важная встреча. И от того, как вы ее проведете, от того, как вы этот баланс будете удерживать, будет зависеть финансовый эквивалент. Здесь планы нужно явно где-то корректировать, с одной стороны,
А с другой стороны, вам тут нужно и просчитывать что-то, и уметь, ну, быть вот от начала до конца этим магом и волшебником не только в личной жизни, но и по части ваших планов. У кого-то по королю пентаклей это может быть человек. Иногда, кстати, эта карта показывает людей знакомых, иногда друзей, иногда партнеров по браку или просто по паре. Когда вы, у кого-то может быть, нашла коса на камень. Вы видите одно какое-то продолжение. И вы знаете, мои дорогие овны, вот тот эквивалент, который вы задумали, вы ведь правы. Вот без обид, но правда, с вами даже спорить могут близкие. Я должна это сказать. И вам придется это обойти. Не спорить, может быть, с близким человеком, ему сложно доказать. Король Пентаклей – это консерватор. Ну вот, хоть ты тресни, ему ничего не докажешь. Так и хочется сказать. Ну, правда. Это тельцы, девы, козероги, мои дорогие. Ну или люди, имеющие там асцендент. Прекрасная карта, консерватизм помогает. Почему? Потому что человек при деньгах, он умеет заработать деньги, он умеет быть где-то прижимистым в наше сложное время. Не последнее качество. Но ноль, зеро, если мы говорим о вдохновении, если мы говорим об альтернативном варианте. Нет, у него есть только его опыт. Вот раньше он делал так, и год назад он делал так, и в позапрошлом году, и 10 лет назад он делал так. Теперь он по-другому не хочет. Вот вам для ваших планов реализация с людьми надежными, да, это человек надежный, но договориться с ним сложно. Вот каким-то образом это оказывает влияние на ваши планы. Здесь что-то может еще и произойти. Вам как пространство помогает, потому что по восьмерке жезлов это добрая трансформация. Здесь знаете, что может быть как? Либо человек получит известие, либо вы получите известие, либо это будет вообще в средствах массовой информации, какой-то будет момент, ну или пусть это вам кто-то, как гонец, принесет эту новость, да? Это поворотный момент, правда. Вы тут будете что-то, ну, трансформировать или ретрансформировать, может быть, переделывать. Но будет вам бы помогать именно какая-то информация. Она, может быть, и вам и поможет уладить, как и финансовый какой-то вопрос, или, может быть, даже договориться вот с каким-то сложным человеком. Будьте готовы, тут, правда, вам высшие силы помогают. И тогда действовать нужно быстро. Может быть, это какой-то момент даже в планах, когда вы прежде не могли что-то осуществить. И вот даже если были какие-то споры, все-таки пятерка Пентаклей будет говорить о том, что ну, не полностью поняли друг друга. У кого-то это может быть руководитель, кстати. Руководитель надежный, но он не видит. Вот тогда вам будет помогать его величество, случай или какая-то буквальная информация. Может быть, бумага, мои дорогие, которую вы разузнаете, да, вот буквально через юриста. И тогда это, знаете, вот как все козыри в ваших руках, и крыть будет нечем. Вот у вас такой поворотный момент, я бы сказала. Хорошо, что ждет в финансах? Радость, радость ждет, мои дорогие. У кого-то, конечно, это может быть как новый проект, или что-то вас, ну, как вдохновляет. Вдохновение, которое помогает буквально выйти из какого-то тупика. Да точно. И снова нам говорят, смотрите, девятка пентаклей, девятка кубков. По сути, девятка пентаклей – это просто не случайно. Вот смотрите, человек отдыхает, он может себе это позволить. А здесь у нас мало того, что деньги присутствуют, так мы довольны. Тут приятные эмоции по поводу того, что мы что-то получаем. У вас разрешается по финансам какая-то история. В принципе, мы с самого начала с вами об этом говорили. Пусть это вопрос документа, который потом ведет таки к получению финансов. Но, судя по всему, здесь всему свое время, вот я говорила, да? Вам пространство дает этот период для того, чтобы вы с чем-то точно определились. Закончили как путаницу или какой-то тупик. Вышли из зависимой ситуации. У кого-то может быть и так. Когда вы получаете деньги, и вот ваша зависимость, вот она на этом заканчивается. У кого-то может быть рассчитаться с кредитами. Вот я, кстати, этого тоже не исключаю. Но радость, она есть. Давайте у колоды ангелов-хранителей узнаем, а что же дальше? Это тот человек, обратите внимание, это удивительная колода. Редко на ней делаю расклады, и это тоже про радость. Вот это и есть Паш, вот этот. Вот это будет дальше. Какая-то денежная траектория, это будет дальше. Это будет в центре вашего внимания. Нам как будто, знаете, вот как в той поговорке, у Бога все готово. Вот у вас какая-то готовность. Снова нам говорят буквально о конверте,
Поэтому вот то, что я говорила по части работы, работы финансов или откуда к вам приходят деньги, очень взаимосвязано. Более того, по этой карте мы готовы учиться не случайно. Книжку наш молодой человек делает, но это карта радости. Больше радости будет, больше возможностей. Но будьте готовы, может быть, что-то изучать, потому что мы как будто вот уже, да, в более таком зрелом возрасте нам показан не ребенок, вот как на предыдущей колоде Таро. Тот человек, который какой-никакой опыт он уже имеет, но молодой человек, полный сил, поэтому сил у вас будет достаточно, это точно, но пришло время в каких-то новых энергиях или в какой-то новой конфигурации продолжить дело и более того, с новыми знаниями. И высшие силы вам помогают. У вас что-то получится, потому что по этой карте у нас как дела идут в гору. Совет Таро. Пауза. Вот тебе и говорят. Тебе дается эта пауза для того, чтобы, вот как без времени, да, песочные часы как будто перевернутые. Тебе это дается для важных размышлений, для того, чтобы ты перестроил свою огненную энергию, может быть, овен, на то, что это ты можешь воспринимать, что это, ну, у меня как все время какие-то препоны, барьеры. И если вот подобное что-то повторяется несколько раз, а, внимание, до 27-го года планета Хирон – это символ израненного целителя и какой-то прежней истории, какого-то закрученного сюжета, который повторяется из раза в раз. Долго не останавливаюсь, найдете на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. Так вот, для кого-то из вас все-таки до 27-го года вы тут правильные выводы должны сделать. Поэтому у вас вот та энергия ваша огненная, она должна остаться в душе, но ею должна руководить холодная голова. Вот такой совет. Что еще? Да, тут знаете, как что-то завершается. Освобождение, мои дорогие, уже на кону. Вот буквально об этом. И вот в этой колоде абсолютно не в каждой карте изображение ангела. Вот как и в 12-м аркане старшем, да. Как будто сам ангел себя перевернул. Сейчас время такое. Возьми пока паузу. Но не паузу бездействия, а вы натура деятельная. А тут именно аналитика какая-то постоянная у вас сопровождает этот период. Для того, чтобы что-то изящно завершить. Завершай все изящно. Да, тут явно есть какая-то история, как над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. И ангел за вашей спиной, мои дорогие. Здесь не случайные события, все то, что я говорила с первых карт. Вот посмотрите, вы собрали в кучу, воедино, что у вас завершается, если мы говорим. У вас завершается, как и девятка, воздуха, да. Это, знаете, иногда, конечно, идет буквально сомнение, бессонница, это какие-то наши волнения, но искаженное восприятие всегда по этой карте. И здесь ведь тоже, потому что мы как будто что-то потеряли, или мы как будто что-то упустили, или что-то у нас не получилось так, как мы хотели, или какое-то разочарование по поводу предательства. Вот такое тоже может быть. Мои дорогие овны, прошлое не имеет значения. Имеет значение только ваш опыт, который не следует проживать эмоционально еще раз. Так какой же совет? Очень похоже, кстати, на совет тот, который мы... Что будет дальше, да? Посмотрите. Вот ты как будто совет, да? А это что будет дальше? Вот нам показан ребенок, мальчик улыбается с книжкой под мышкой. Это изобилие, процветание, оппортунита, возможность, мои дорогие, ресурсы. Вот я уже не раз говорила, вы очень ресурсные именно на этот период времени. Но мы учимся для того, чтобы вот какой-то рост вперед у вас был. И мы вот это желание видеть новые горизонты, видеть мир, может быть, у кого-то путешествие. Мы не бросаем, не отказываемся от наших планов, а мы просто рассматриваем альтернативные варианты и идем вперед. Но самая главная задача – оставить за спиной все какие-то сложности, разочарования, переживания, какую-то ненужную философию на мелком месте и глубокую, причем философию. Рассматриваем наши карты с позиции позитивной психологии, позитивного мышления, безусловно. А для кого-то тут буквально нужно, может быть, уделить самому себе внимание, чтобы не было бессонницы, мои дорогие. Ну, где-то имидж, вопросы здоровья. И тут как будто вот это все мелкие карты, вы можете это все исправить. Но это туз земли, это карта шанса.
и одновременно поступление финансов, и мы об этом говорили. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете шикарные душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. И все ссылки, повторюсь, в описании под видео, а также переходите на телеграм-канал. Я вам буду искренне рада. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.